Один потрясающий эксперимент полностью переворачивает представление о том, зачем мы едим и из чего мы сделаны. В XVII веке ученый Ян Баптист ван Гельмон провел удивительный опыт. Он посадил маленькую иву весом 2 килограмма в катку с 90 килограммами высушенной земли. 5 лет он только поливал это дерево чистой водой. В итоге ива выросла и стала весить 76 килограмм, а вес земли уменьшился всего на 60 граммов. Откуда взялась масса дерева? Задумайтесь, центнер живой древесины, листьев и коры соткал себя буквально из ничего, из невидимого воздуха, углекислого газа, солнечного света и воды. Земля была лишь опорой. Если дерево строит огромный ствол из этого ничего, то почему мы решили, что нам нужны килограммы внешней материи для поддержания жизни? Может, и мы способны черпать энергию из пространства, а не только из тарелки. Зачем вообще нужен этот гастрономический театр, в котором еда меняет свои роли в зависимости от этапа жизни, состояния и внимания? Роль еды в детстве – это строительный материал. Младенец – биологический взрыв, фаза быстрого роста. Ему нужна плотная материя, чтобы построить тело. Материнское молоко здесь не просто жиры и белки, это флешка с программным кодом, обучающим иммунитет. Заметьте, младенец растет с невероятной скоростью, употребляя только молоко и воду. Еда как энергия. Хотя вихри создают электромагнитный фон, внутри каждой клетки работает крошечный химический завод. Клетке нужен ЭТФ, это разменная монета энергии, топливо для биохимических реакций. Чтобы произвести ЭТФ, митохондриям нужны глюкоза или жирные кислоты плюс кислород. Пищеварение – это процесс микровзрывов, которые извлекают эту химическую энергию из материи. Еда в зрелости – это ремонтный материал, запчасти для построения и ремонта клеток тела. Когда храм достроен, нам больше не нужны тонны кирпичей. Еда становится материалом для реставрации. Но, к сожалению, мы продолжаем есть так, будто мы все еще строимся. Но поскольку строить больше нечего, тело начинает складывать эти кирпичи про запас. Жир, бляшки в сосудах, мусор в клетках. Еда как информационный код или информационный шум. Пищевая цепочка – это не жестокость природы, это способ передать информацию от солнца к камню, от камня к растению, от растения к человеку. Съедая яблоко, мы буквально скачиваем в себя историю лета, энергию солнца и минералы земли. Мы становимся одним целым с планетой. Это акт тотального единения. Когда мы с другим человеком едим одну и ту же пищу, мы загружаем в себя одинаковую информацию. Разделить пищу или выпить вместе – это древнейший квантовый ритуал создания единого поля, эгрегора доверия. Слово «компания» буквально означает «те, кто делят хлеб». Наши биохимические реакции синхронизируются, и мы настраиваемся на одну волну, потому что еда – это программный код. Когда мы едим синтетическую переработанную пищу, мы буквально скачиваем вредоносный код. Сахар, усилители вкуса, химические добавки – это биологический белый шум. Вместо того, чтобы давать энергию, эта еда делает нас вялыми, послушными, вечно жующими потребителями. Она сбивает природные настройки, и мы перестаем слышать свое тело, свою интуицию, потому что внутренний эфир забит чужой мертвой пищевой энтропией. Еда превращается в информационный шум и орудие массового программирования. Когда мы уменьшаем количество еды, мы не лишаем себя сил, мы выключаем шум. В этой тишине система наконец-то слышит свой собственный запрос на обновление. Когда мы выходим из-под этого массового гипноза, еда становится игрой и способом чувствовать вкус жизни. Если бы Вселенная хотела, чтобы мы просто выживали, то зачем нам клубника, базилик, мед, соль, корица, кофе? И если мы едим для наслаждения, чтобы почувствовать вкус, а не умереть, то это кардинально меняет биохимию усвоения. Возможно, в этом суть Лилы. Представьте, что мы здесь, чтобы почувствовать вкус, хруст, сладость, терпкость. Еда становится игрушкой, а не обязанностью, элементом игры. И из потребителя калорий мы переходим в дегустатора состояний. На нашей планете существует несколько базовых программ жизни. Программа роста, анаболизм – это максимальный ресурс. До 20-25 лет все работает на расширение. Система прощает любые ошибки, потому что поток энергии избыточен. Программа поддержания, гомеостаз.
Это баланс системы. Стройка тела окончена, нам бы перейти в режим вечной реставрации, но мы продолжаем есть в 40 лет так же, как в 18. Куда девать лишний строительный материал? Программа старения, энтропия. Согласно современной теории информационного старения Дэвида Синклера, старение – это не износ, а потеря когерентности, шум, когда информационный шум забивает клетки, и они забывают свои функции. Однако программа старения не является обязательной физической константой. Исследования долгожителей и бессмертных существ, медузы туритопсис или голоземлекоп, показывают, что это просто дефолтная настройка. Взламывая свою систему через звук, дыхание, движение, частоту, меньше еды, меньше шума, мы вводим негантропию, упорядочивание. Есть еще одна программа, которую мы, к сожалению, редко включаем. Это программа обновления и самоочищения, автофагия. Оказывается, что наша микрофлора, наш внутренний биореактор, способна синтезировать незаменимые аминокислоты и витамины буквально из ничего, если мы не кормим ее сахаром и мусором. При дефиците внешней еды тело переходит на внутренний клининг. Оно съедает старые клетки, опухоли и мусор, превращая их в строительный материал для новых органов. Это бесплатный ремонт. Наше тело переключается на использование внутренних резервов, жиров. Это самое чистое топливо, при сгорании которого не образуются свободные радикалы. Голод повышает уровень гормона роста на 500–1000%. Это личный эликсир молодости, который включается только тогда, когда тарелка пуста. Посмотрите на животных. Когда дикий зверь ранен или заболел, он полностью отказывается от еды. Инстинкт подсказывает ему: выключи пищеварение, направь энергию на ремонт тела. Животные не знают дряхления, они остаются активными и быстрыми до конца игры. Они не копят метаболический пепел в своей печке. Еда для нас часто становится не топливом, а пеногасителем, когда внутренней энергии, тревоги или творческого зуда становится слишком много, мы просто заедаем этот пожар, гася свой внутренний свет ради тяжелого процесса пищеварения. Возможно, секрет долголетия в возвращении к состоянию дерева Ван-Гельмонта, брать из земли минимум, а строить себя из дыхания, звука, света. Человечество до сих пор в поиске идеального баланса в питании. Обратите внимание на таблицу с ключевыми системами, древними и современными. Древние системы, традиционная китайская медицина, аюрведа, даосская медицина. Питание по стихиям, сезонам и вкусам, еда как лекарство, баланс инь-янь, эффект, настройка терморегуляции, сохранение жизненной энергии, долголетие без лекарств. Японская модель Харахатибу. Правило: наполняя желудок только на 80%, обилие ферментов и водорослей. Эффект: клеточное долголетие, чистые сосуды, отсутствие метаболического мусора. Раздельное и монотрофное питание. Один прием пищи, один продукт или совместимые группы, чтобы не путать энзимы. Максимальное легкое усвоение, разгрузка ЖКТ, экономия ресурса поджелудочной. Кето-диета и диета силиконовой долины. Высокий уровень правильных жиров, минимум углеводов, плюс интервальные паузы. Эффект: мозг работает как суперкомпьютер, уходит воспаление, включается автофагия. Системы подсчета калорий в математическом учете входящей и исходящей энергии. Ловушка этого метода в том, что тело воспринимается как механическая топка. Этот метод дает контроль над весом, но часто лишает еду сакральности и энергии. И самый главный мост в этой таблице – циркадное или хронопитание. Важно не только, что мы едим, но и когда. Наша поджелудочная железа и печень живут по солнцу. Еда в полночь – это системный сбой. Еда на рассвете – это эликсир. Помните напутствие предков? Завтрак съешь сам, обедом поделись с товарищем, ужин отдай врагу. Если еда – это плотная материя, то вода в архитектуре тела – это жидкий кристалл, программируемая флешка. Прежде чем съесть что-то плотное, не лишним будет спросить себя, достаточно ли во мне чистой воды, чтобы растворить эту информацию. Помните дерево Ван-Гельмонта? Оно росло не только из воздуха, но и благодаря воде. Вода – это абсолютный проводник, она записывает и переносит информацию в каждую из наших триллионов клеток. Заменяя воду другими жидкостями и напитками,
мы заменяем ее тем самым информационным шумом. Возвращая в систему чистую воду, мы начинаем промывать свою матрицу. Вода буквально вымывает программы старения, структурируя фасции, наш внутренний каркас. В квантовой физике есть закон: наблюдатель меняет реальность. Наше внимание – это антивирус, мы способны защитить себя от пищевого программирования и превратить воду в пищу и эликсир. Внимание превращает обычное закидывание дров в святое причастие в жизни, стирает любые чужеродные коды. Можно купить самые чистые продукты и лучшую воду, но если мы поглощаем их в состоянии стресса, глядя в экран, где идет еще один поток программирования, листая ленту новостей, мы загружаем в себя хаос, и еда превращается в яд. Если мы берем кусок хлеба с тотальным присутствием, чувствуем его запах, благодарим солнце, землю, людей, которые его сделали, мы меняем его структуру, и тело выделяет идеальные ферменты для его расщепления. Куда направлено внимание во время еды, туда течет и энергия усвоения. Внимание – это не просто фокус, это тумблер, который выбирает, к какому источнику мы подключены прямо сейчас. В большинстве случаев мы бессознательно подключены к стрессу, к новостям, к пищевым привычкам предков, к рекламе корпораций. В этот момент наш источник – матрица, которая качает из нас ресурс. Внимание – это молитва души, говорили мудрецы. Когда мы направляем внимание на свое дыхание или звук, или пищу, мы сообщаем мирозданию: «Я здесь, я в игре, я осознаю». У процесса питания есть и обратная сторона. Пища, вода, информация – это входящий трафик. А что с выходящим? Выходящий трафик делится на физический или биологический, и энергетический или информационный. Физический уровень – это очищение и эвакуация, чистка, автофагия как уборка, дыхание. Энергетический или информационный работает следующим образом. Если наш внутренний реактор выработал колоссальный объем энергии из чистой воды, воздуха и качественной еды, куда ее девать? Если эта энергия не находит выхода, она начинает сжигать систему изнутри, превращается в психосоматику, лишний вес или тревогу. Можно сказать, что старение – это когда входящий трафик заблокировал выходящий. Наша печка забита пеплом, огонь не горит. Тело создано для того, чтобы трансформировать плотную материю Земли в тонкую материю духа. Выходящий трафик – это наше движение, мысли и, главное, творчество. Энергия должна созидать, только тогда система понимает: этот игрок активен, ему нужно выдать еще один пакет жизненной силы молодости на завтрашний день. Это путь из потребителя в трансформатора. Ешь реже, но делай это как король. Формула простая, но требует внимания и осознанности. Если соединить биологический прагматизм, синтез, автофагия, КПД-системы и сакральную эстетику, это ритуал преломления хлеба, лила, мы способны извлечь максимум из пищи и продлить молодость. И тогда исчезает конфликт между «надо меньше есть» и «я люблю жизнь», появляется свобода. Теперь можно не ограничивать себя, а выбирать самое лучшее, самое чистое и самое вкусное, потому что наше тело слишком ценно для информационного мусора. И еда – это просто вкусный способ сказать своему телу: «Я тебя люблю», а не судорожная попытка спастись от голодной смерти.